Теперь про новую Ладу Ниву стало все известно. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, за это в конце с меня анекдот. После долгих месяцев ожидания и множества утечек, АвтоВАЗ наконец представил новую модель внедорожника. Однако это не просто очередное обновление классической Нивы. Это без преувеличения новая веха в истории отечественного автопрома. Как уже могли догадаться внимательные зрители, представленный на презентации Т-133, это тот самый долгожданный преемник легендарной Нивы. И стоит признать, что дизайнеры АвтоВАЗа подошли к разработке с особым рвением, создавая автомобиль, который не только сохраняет дух культовой модели, но и способен оживить рынок внедорожников. Нива 3.0 – это революция или попытка угодить трендам. Демонстрация прототипа президенту страны фактически подтвердила начало работ над новой моделью. Несмотря на то, что до массового производства еще далеко, уже сейчас можно составить представление о том, каким будет следующее поколение знаменитого внедорожника. АвтоВАЗ не стал в очередной раз адаптировать устаревшую платформу советских времен, а решил полностью пересмотреть концепцию. Отказ от архитектуры B0, на которой базируется Renault Duster, выглядит логично. Эта платформа не отвечает современным стандартам и ограничивает возможности оснащения. Такое решение подтверждает амбиции компании создать действительно конкурентоспособный продукт. Но вот отказ от 7FB в пользу собственной платформы Lada B вызывает вопросы. На первый взгляд это шаг к технологической независимости, но он же и сопряжен с рисками. Разработка платформы – это всегда сложный и затратный процесс. Выбор архитектуры Lada B означает принципиальное изменение характеристик Нивы. Теперь это не классический внедорожник с несущей конструкцией, а кроссовер с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Такой подход сделает автомобиль современнее и экономичнее. Но не приведет ли он к утрате фирменной внедорожной ДНК? Окончательные характеристики пока неизвестны, но базой для новинки послужила та же платформа, что и у нового кроссовера АвтоВАЗа Lada Vesta. Это означает, что двигатель будет устанавливаться поперечно. Передний привод станет основным, а линейка силовых агрегатов будет включать 1.6 и 1.8 литровые моторы, работающие в паре с механической трансмиссией. Однако главный вопрос – это система полного привода. При такой компоновке невозможно реализовать постоянный полный привод. Для подключения задней оси потребуется дополнительная трансмиссия с муфтой, а таких решений у ВАЗа пока нет. Вспоминается опыт 2000-х, когда компания пыталась адаптировать подобную схему на ВАЗ-2111. Конечно, идеальным вариантом было бы постоянный полный привод с блокировками и понижающей передачей, но новый подход исключает концепцию утилитарного внедорожника. Новая Нива 3.0 – это современное видение автомобиля, а не продолжение традиционной школы. Внешность Т-134 наследует черты концепта Niva Vision, что подтверждает стремление АвтоВАЗа сохранить преемственность. Мускулистый силуэт, четкие грани и подтянутые формы создают впечатляющий облик, в котором угадывается дух классической Нивы. Особого внимания заслуживает оптика. Светодиодные фары с эффектными ходовыми огнями не только улучшают видимость, но и придают автомобилю агрессивный и узнаваемый стиль. В профиль модель выглядит динамично за счет покатой крыши и приподнятого заднего свеса. На корме горизонтальные LED-фонари, напоминающие раннюю версию Нивы с элементами от классики. АвтоВАЗ наверняка сделает интерьер Т-134 максимально функциональным. Простота и эргономика станут ключевыми принципами. Все-таки это Нива, в которой главное не роскошь, а удобство. Центральное место в салоне займет мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем. Одним из главных событий презентации стало присутствие президента России. По словам очевидцев, Владимир Путин проявил живой интерес к новинке и подчеркнул ее значимость для отечественного автопрома. АвтоВАЗ Т-134 – это не просто новый внедорожник, это символ технологического возрождения компании, сочетающий в себе прогрессивные решения, мощный дизайн и потенциал для серьезной конкуренции на рынке. Этот автомобиль наверняка найдет своих поклонников среди
среди ценителей легендарной Нивы и современных внедорожников. Ожидать серийного выпуска Нивы 3.0 раньше 2028 года не приходится. Сначала АвтоВАЗ намерен представить модели Lada B-Cross и Lada B1. Их успех или неудача покажут, каким будет будущее Т-134 и в каком направлении движется автопроизводитель. В любом случае, новый этап в истории Нивы вызывает огромный интерес у автомобилистов и экспертов. Каждая новая информация о модели становится обсуждаемым событием, и мы с нетерпением ждем дальнейших новостей. Напишите в комментариях, как вам новая Lada Niva. Ну и обещанная мною шутка. Настоящих фитнес-браслетов должно быть не менее 4 и каждой массой не менее килограмма. Тогда хоть какой-то толк будет.